Вы? Доброе утро, друзья! Сейчас мы покажем вам вольер, который я построил для подготовки к рождению щенков. Он предназначен для немецкой овчарки. Размер этого ящика 5 фит на 4 т. Я не буду показывать вам видео, как я его строю. Я просто покажу вам это уже после. Позвольте мне заглянуть в коробку и показать вам настройку немного подробнее. Как вы видите, коробка сделана из доски, которая гладкая и отшлифованная, а не грубая. Он собран с помощью этих болтов, чтобы его можно было быстро разобрать. А это называется системой направляющих для стульев. По всему периметру ящика, который вы видите. Это сделано для того, чтобы в случае, если собака-мать лежит, щенок мог проскользнуть под ней и выбраться на волю, чтобы не быть раздавленным мамой. Это очень важный защитный механизм, который должен быть у любой велферной коробки. И, конечно, это первоначальное отверстие, которое вы видите здесь. Если вы заметили, я создал более высокую высоту, используя светлую фанеру. Эта древесина служит подложкой для напольного покрытия. Общая высота около 36 дюймов. Так что это около 24 дюймов. А здесь около 16 дюймов. Я сделал это потому, что щенки склонны вылезать и падать на пол, а мы не хотим, чтобы они поранились. Поэтому, когда они немного подрастут, примерно в возрасте 6 недель, они начинают вылезать из ящика. А в другой части вельпинговой комнаты будет установлен игровой загон. И если вы заметили, я использую эти металлические скобы, чтобы прикрепить это к этому. И так по всему периметру. А я сплю в комнате для животных. Потому что щенков нужно кормить каждые 2 часа. Они не могут поддерживать уровень сахара в крови без кормления каждые 2 часа. Обратите внимание, как собрана эта конструкция. Угловые скобы прикрепляют эту скобу к верхней скобе. Они служат опорными балками, к которым крепится дерево. После нанесения шеллака и холодного покрытия вам придется покрыть пол виниловой плиткой, потому что щенки будут писать. И это дерево будет испачкано мочой щенков. Поэтому вы хотите защитить его. Поэтому вам придется покрыть пол виниловой плиткой. Вам также понадобится. В углах снизу нанесите силикон, чтобы моча не могла просочиться через углы. Вы хотите предотвратить проникновение мочи в это дерево. Кроме того, когда мама родит, амниотический мешок, в котором находятся щенки, будет наполнен кровью и жидкостью, и они будут испачканы кровью. Поэтому мы хотим прикрыть и их. Этот ящик мне нравится больше, чем предыдущий, потому что его легко разобрать. А это передняя дверца, которая просто задвигается на место, позволяя маме легко входить и выходить. А этот кусок дерева будет закреплен на петлях, чтобы щенки не могли выбраться наружу, когда они станут достаточно большими и сильными. Я хотел показать вам 2 тепловые лампы. От него исходит довольно сильное тепло. А этот инфракрасный, поэтому и тепло инфракрасное. А еще у нас есть грелка, которая будет покрыта чем-то вроде маленького коврика.
Если вы заметили, я положил на пол термометр, и сейчас он показывает 72 градуса по Фаренгейту. Если вы заметили, я просверлил отверстие, чтобы вывести электрический шнур наружу, а не мешать ему находиться внутри. Причина, по которой эти два источника тепла так важны, заключается в том, что щенки не поддерживают температуру тела, когда только рождаются. Поэтому вы не только хотите, чтобы в комнате было очень жарко, ведь они выходят из утробы матери при температуре около 101 градуса по Фаренгейту, а попадают в комнату, где, допустим, 78 градусов по Фаренгейту, хотя это не холодно. 78 градусов для них — это холод. Так что он нагревается медленно, и у него есть встроенное отключение, чтобы не перегреться. Но чтобы быстро поднять температуру, когда вы сидите в боксе и помогаете маме рожать, это ее пространство и ее особое время, и вам нужно иметь под рукой много полотенец и других принадлежностей. Я сниму отдельное видео о всех принадлежностях, необходимых для принятия родов. Как видите, мы уже собираем весы, чтобы взвешивать щенков. Вы хотите следить за их весом, пока они набирают вес. У нас есть подушечки для росинок, которые будут использоваться позже, когда они немного подрастут. Нам нужен йод для обработки пуповины. Зажимы для пуповины, чтобы очистить пуповину, чтобы мама не перекусила ее и не вызвала кровотечение. У нас есть отсос для очистки носа, чтобы дети лучше дышали. У нас есть аппарат для подогрева молока, как если бы вы подогревали молоко для ребенка. С его помощью вы сможете подогревать молоко, когда они подрастут и перейдут на твердую пищу. Миска для кормления уже ждет своего часа, но это будет еще не скоро. Прежде чем мы перейдем к этому, я сниму отдельное видео о всех принадлежностях, которые необходимы в родильном зале для ухода за роженицами. Но как бы то ни было, возвращаясь к нагревательным лампам, скажу, что они очень важны для поддержания температуры тела, потому что первые 19 дней щенки находятся в стадии неонатального развития. Они не так хорошо поддерживают температуру тела, и им нужна помощь, чтобы пописать и покакать. Мама вылизывает их, чтобы создать стимул для дефекации и мочеиспускания. Если мама не может этого сделать, человеку приходится использовать ватный тампон и помогать им мочиться и испражняться. Поэтому они очень неразвиты и очень уязвимы, когда только рождаются. Поэтому вы хотите, чтобы у них было тепло, чтобы они не замерзли. Щенки могут быстро околеть, если им не хватает тепла. Поэтому, особенно в первые 3 дня, вы должны поддерживать температуру. Вот почему у меня внизу термометр, чтобы убедиться, что температура в норме. И как вы можете видеть, просто включив его на несколько минут, мы поднялись с 72 градусов до 79 градусов и продолжаем расти. Когда температура достигнет 90, я выключу лампы или включу только одну за раз. Я обнаружил, что это простой способ разобрать его. А это коробка размером 5 на 4. 4 на 4 — это слишком мало для немецкой овчарки, потому что вам придется сидеть в коробке. Помоги мне, мама. И ваши ноги должны легко помещаться, когда вы сидите в коробке с мамой-собакой и помогаете ей принимать роды. Конечно, это будет покрыто. Пол будет покрыт. Он будет покрыт виниловой плиткой или резиной, чтобы горошина не прошла сквозь него. Затем его накрывают сверху тканью. Главное, чтобы они были сыты каждые 2 часа. Колостром — жидкое золото для щенков, и вы хотите быть уверены, что малыши в безопасности, а собака-мать в спокойствии и хорошем расположении духа. Я перевела всех своих взрослых собак в другую часть дома, где у меня есть готовый подвал, выполняющий роль вельпинговой комнаты. И я решил поделиться этим видео. Велпинг-бокс и велпинг-комната. Я расскажу подробнее о возрождении велпинга. Animal Health — это компания, которую я рекомендую в качестве поставщика товаров для беременных, а о пренатальных и послеродовых витаминах я расскажу в другом отдельном видео. Хорошо, я надеюсь, что вы нашли это информативным, и спасибо за ваше время.